Девочка бросает рюкзак перед патрульной машиной, внутри которой скрывается правда, которую никто не хотел видеть. Дождь лил, как из ведра, превращая улицы в блестящие черные реки в оранжевом свете уличных фонарей. Офицер Дэниел Рейес откинулся на спинку сиденья своей патрульной машины, потирая уставшие глаза. Это была долгая двойная смена, и все, чего он хотел, это пойти домой, принять горячий душ и проспать целый год. Впереди загорелся красный свет светофора. Его машина остановилась, дворники заскрипели, смахивая воду. Затем движение. На дорогу вышла маленькая фигурка. Дэниел выпрямился. Это была маленькая девочка, не старше 7 лет, в темной толстовке с капюшоном, промокшей от дождя. Она двигалась быстро, ее маленькие ручки сжимали тяжелый на вид рюкзак. Прежде чем он успел что-либо сказать, она с глухим стуком уронила его прямо перед его патрульной машиной. Их глаза встретились всего на секунду, широко раскрытые, испуганные, как у кролика, попавшего в свет фар. Затем она повернулась и побежала, шлепая кроссовками по лужам, пока не скрылась в узком переулке. «Эй, подожди!» — позвал Дэниел, распахивая дверь. Но она уже ушла. Нахмурившись, он присел на корточки и поднял рюкзак. Он был влажный, молния слегка расстегнута. Он распахнул его пошире и заглянул внутрь. Там была детская тетрадь с отпечатками пальцев на обложке. Треснувший телефон с темным экраном и прозрачный пластиковый пакет, полный таблеток. Лекарства, выписанные по рецепту. Этикетка наполовину оторвана. У него скрутило живот. Это была не просто потерянная школьная сумка, это была улика. Он схватил рацию, собираясь вызвать полицию, но затем остановился. Та девушка выглядела не просто испуганной. Она выглядела испуганной, как будто бежала от чего-то худшего, чем дождь. Дэниелу пришлось вернуться в полицейский участок. Он сидел за своим столом, держа перед собой мокрый рюкзак, вода все еще капала на пол. Он не мог перестать думать о лице девушки, о том, как молодо она выглядела, о том, как ее взгляд метался по сторонам, словно она боялась, что кто-то наблюдает за ней. Он осторожно вытащил блокнот. Он был из тех, что дети используют в школе, с широкими линованными страницами и синей пластиковой обложкой. Первые несколько страниц были заполнены простыми математическими заданиями, сложением и вычитанием, цифрами, написанными аккуратным детским почерком. Там тоже были наброски: дом с 2 большими сыновьями в углу, семья с фигурками из палочек, собака с висячими ушами, обычные детские вещи. Но когда он открыл последнюю страницу, у него перехватило дыхание. На листе были нацарапаны буквы, которые дрожали, как будто девочка дрожала, когда писала их. Это были 3 слова: «Помоги нам, Мейпл, 122». Пальцы Дэниела крепче сжали блокнот. Это были не каракули. Это было сообщение. «Рейес, что у тебя?» Его напарник, офицер Марк Харрис, наклонился к нему через плечо с чашкой кофе в руке. Дэниел показал ему страницу. Девочка уронила это перед моей машиной и убежала, прежде чем я успел ее остановить. Марк нахмурился. Это могла быть шутка, ты же знаешь, какие они дети. Дэниел покачал головой. Она выглядела испуганной. Марк, и еще вот что. Он вытащил пластиковый пакет с таблетками и поднес его к свету.
Этикетка была оторвана, но часть имени все еще была видна. Лина Васкес. Выражение лица Марка изменилось. Васкес. Почему это звучит знакомо? Дэниел уже вводил имя в компьютер. На экране появилось сообщение о пропаже человека, поданное 2 недели назад Марианой Васкес, сестрой пропавшей женщины. Подробностей было немного. Лину Васкес, 32 года, в последний раз видели по месту жительства. Возможно, что-то случилось в семье. С ее дочерью Софией, 7 лет, она не общалась. В груди Дэниела поселился холодок. София, девочка под дождем. Он вытащил фотографию, приложенную к отчету, школьную фотографию маленькой девочки с темными косичками и застенчивой улыбкой. То самое лицо, которое смотрело на него широко раскрытыми испуганными глазами, прежде чем исчезнуть в ночи. Марк тихо присвистнул. «Хорошо. Это не шутка». Дэниел разыскивает сестру пропавшей женщины, Мариану, официантку. В закусочной пахло кофе и жиром. Это было место, где еда была дешевой, а официантки работали в 2 смены, чтобы заплатить за аренду. Дэниел сразу заметил Мариану Васкес. Она была единственной официанткой, которая выглядела так, словно не спала несколько недель. Под глазами у нее залегли темные круги, а руки слегка дрожали, когда она наливала кофе в чашку посетителю. Он дождался перерыва в ее смене, чтобы подойти к ней. Когда он показал свой значок, она побледнела. «Вы что-то нашли о Лене?» — сказала она. Это был не вопрос. Дэниел кивнул и повел ее в тихую кабинку в конце зала. Виниловое сиденье заскрипело, когда она села, скручивая пальцами салфетку в тугой узел. «Вашей сестре прописали опиоиды», — мягко спросил он. У Марианы перехватило дыхание из-за боли в спине. Но она не принимала эти таблетки в течение 2 лет, с тех пор, как ушла от Эдди. На этом имени ее голос дрогнул. Она больше никогда не притронется к этим таблеткам и никогда не расстанется с Софией. Дэниел подвинул к себе через стол школьную фотографию Софии. «Это ваша племянница?» Мариана прижала руки к рту. «Боже, это она, где ты была? Маленькая девочка, которая вчера вечером уронила рюкзак. Внутри был блокнот Софии. Он заколебался. Там также был пакет с лекарствами для вашей сестры. Краска отхлынула от лица Марианы. Номер... Нет-нет, Лена никогда бы не подарила их Софии. Что-то не так. София должна быть в школе, но они сказали, что ее там нет». Ее слова перешли в тихие всхлипывания. Дэниел подождал, давая ей время. Вокруг них по-прежнему раздавались звуки закусочной, звон тарелок, смех за стойкой. Но их столик словно застыл во времени. «Марианна», — осторожно спросил он, — «кто такой Эдди?» Салфетка порвалась у нее в руках. Когда она заговорила, это был едва слышный шепот. Ее бывший, полицейский. Воздух покинул легкие Дэниела. Полицейский. Внезапно все сложилось воедино. Почему исчезновение Лены не привлекло больше внимания? Почему София, возможно, боялась обратиться за помощью к другому полицейскому? Пальцы Дэниела крепче сжали ручку. Это было уже не просто дело о пропавших людях. Мариана схватила его за запястье, впившись в него ногтями. «Ты должен найти их». Эдди всегда говорил, что если Лена когда-нибудь уйдет от него, она не сможет закончить предложение. Дэниел встретил ее испуганный взгляд. «Мы будем.
Но когда он возвращался к своей машине, его мысли метались в разные стороны. Если бы Эдди работал в правоохранительных органах, он бы знал, как проводятся расследования, он бы знал, как скрыть улики. И что хуже всего, он точно знал, сколько у него есть времени, прежде чем кто-нибудь это заметит. Когда Дэниел подъехал к Мейпл 122, на улице было слишком тихо. Краска на двухквартирном доме осыпалась, передний двор был завален сломанными игрушками и пожелтевшими газетами. Сержант Руис припарковалась позади него, ее рука уже лежала на кобуре, когда она осматривала территорию. «Вы уверены в этом?» — спросил Руис тихим голосом. Дэниел кивнул в сторону окна. Сквозь грязное стекло они увидели детскую кроссовку, лежащую на боку рядом с перевернутым стулом. На столе стояла миска с хлопьями. Молоко в ней давно прокисло. Когда они постучали, никто не ответил. Тишина давила Дэниелу на уши, тяжелая и неправильная. Руис позвал полицию, колотя в дверь. По-прежнему ничего. Дэниел обошел вокруг дома. Его ботинки хрустели по сухой траве. И тут он услышал это. Тихий, прерывистый звук, хныканье. Сарай на заднем дворе опасно накренился на бок, его дверь была слегка приоткрыта. Дэниел медленно приближался, пульс бешено колотился у него в горле. «София!» — тихо позвал он, послышалось шарканье, хлюпанье носом, затем тишина. Он распахнул дверь пошире. Сначала его поразил запах мочи, пота и чего-то металлического, крови. В тусклом свете он увидел две фигуры, скорчившиеся в углу. На грязном матрасе неподвижно лежала женщина с изможденным лицом и темными синяками на запястьях. Рядом с ней свернулась калачиком маленькая девочка, прижимавшая к себе плюшевого кролика, мех которого был весь в грязи. София, ее огромные темные глаза остановились на значке Дэниела, затем на его лице, на его... Она не кричала, не плакала, просто теснее прижалась к неподвижному телу матери, как будто могла раствориться в покрытом пятнами матрасе. Дэниел медленно опустился на колени, держа руки на виду. «София, я офицер Ройес. Меня прислала твоя тетя Мариана». У девочки перехватило дыхание. «Мама не проснется», — прошептала она. Крошечная ручка погладила Лену по щеке. Я дала ей воды, но Руис вызвала по рации скорую, и в ее голосе слышалась настойчивость. Дэниел снял куртку и осторожно накинул ее на дрожащее тело Лены. «София», — осторожно спросил он, — «кто-то причинил боль твоей маме?» Кролик сжался в ее руках. Дядя Эдди сказал, что причинит ей еще большую боль, если я расскажу. Ее подбородок задрожал, но вчера мама перестала разговаривать. Мне пришлось позвать на помощь. Прости меня. Руки Дэниела дрожали, когда он потянулся за рацией. Осколки сложились вместе, таблетки в рюкзаке, обезболивающие от тех травм, которые Эдди нанес Лене. Испуганное сообщение Софии. Слишком тихий дом, где соседи не задавали вопросов. Когда воздух прорезал вой приближающихся сирен, София потянулась к руке Дэниела. Ее пальцы были холодны, как лед. «Ты пришел», — выдохнула она, словно не могла в это поверить. Дэниел нежно сжал ее, проглотив ярость, подступавшую к горлу. «Да, малыш, мы пришли». В приемной больнице пахло антисептиком и несвежим кофе. Над головой зажужжали лампы дневного света. Дэниел сел рядом с Софией, которая не отпускала его рукав с тех пор, как они приехали.
Ее маленькие пальчики крепко сжимали ткань, словно она боялась, что он может исчезнуть, если она ослабит хватку. На другом конце комнаты сержант Руис расхаживала возле торгового автомата, прижимая телефон к уху. Дэниел уловил обрывки ее напряженного разговора. Черно-белый, номерной знак Чарли Линкольна 792. Да, он вооружен, считается опасным. Патрульная машина Эдди пропала. Разыскная группа «Будь начеку» была разослана по всем подразделениям в городе. Но Дэниел знал, что у Эдди есть преимущество. Он знал полицейские процедуры, он знал, какие улицы не освещаются камерами наблюдения, и, что хуже всего, у него все еще могут быть друзья в полиции, готовые закрыть на это глаза. Легкое движение за рукав отвлекло Дэниела от его мыслей. София уставилась на него. Ее большие карие глаза покраснели от слез. «Мама сейчас проснется», — прошептала она. Дэниел опустился на колени рядом с ней, оказавшись на уровне ее глаз. Врачи все еще работали над Леной, подключали к капельницам, кислороду, аппаратам, которые пищали и жужжали. Повсюду звучали слова «сильное обезвоживание» и возможные повреждения внутренних органов. Но Софии не нужно было этого слышать. «Врачи делают все, что в их силах», — мягко сказал он. «И знаешь что? Ты спасла ее, София. Ты была такой храброй». Она всхлипнула, ее нижняя губа задрожала. Дядя Эдди сказал, что если я кому-нибудь расскажу, он... Дэниел осторожно вытащил ее руку из своего рукава и сжал в своих ладонях. «Эдди больше никогда не причинит вреда ни тебе, ни твоей маме. Это обещание». Внезапно из рации Руиза донесся треск помех. Она застыла, затем поспешила к нему с напряженным лицом. «Они заметили его», — сказала она тихо, чтобы София не услышала. Он бросил машину возле старой железнодорожной станции, спецназ мобилизуется. Дэниел стиснул зубы. Железнодорожная станция, километры заброшенных складов — идеальное место для того, чтобы отчаявшийся человек мог спрятаться или устроить ловушку. Прежде чем он успел ответить, зазвонил его телефон. Сообщение от диспетчера. Эдди только что удаленно получил доступ к архивам арсенала. Полагаю, он хорошо вооружен. Руис встретился с ним взглядом. «Ты остаешься здесь». Дэниел взглянул на Софию, которая свернулась калачиком на стуле, прижимая к груди плюшевого кролика. У ребенка сейчас больше никого не было, но Эдди, вооруженный, злой и в бегах, представлял угрозу для каждого полицейского, который его разыскивал. «Иди», — сказал Дэниел. «Я догоню, когда придет ее тетя». Когда Руис выбежал, раздался тихий голос Софии. «У дяди Эдди теперь будут неприятности?» Дэниел медленно выдохнул. «Да, малыш, это так». Марианна ворвалась в двери. Ее униформа официантки была помята после того, как она пришла прямо с работы. Она заключила Софию в объятия, затем повернулась к Дэниелу с мокрыми от слез глазами. «Уходи», — сказала она, уже зная, что теперь все в порядке. София не сразу отпустила его руку. «Ты ведь вернешься, правда?» Дэниел опустился на колени, чтобы их глаза оказались на одном уровне. Между ними блеснул его значок. «Рассчитывайте на это». Пока он бежал к своей машине, тяжесть его снаряжения ощущалась по-другому. Теперь это было не просто оборудование, а обещание, данное Софии и Лене. Заброшенная железнодорожная станция простиралась перед Дэниелом, как кладбище стали и ржавчины. Лунный свет проникал сквозь разбитые крыши складов, отбрасывая неровные тени на рельсы.
Где-то в этом лабиринте ветхих товарных вагонов и осыпающегося кирпича прятался Эдди, вооруженный, злой и загнанный в угол. Дэниел бесшумно прошел между двумя товарными вагонами, его ботинки хрустели по битому стеклу. В наушнике раздался шепот Руиза. На северной стороне было чисто, тепловизор показывал движение возле старой сигнальной башни. Холодный ветер донес запах масла и мокрого дерева, затем раздался металлический звон. Дэниел замер. Эдди вышел из-за штабеля железнодорожных шпал, его табельный пистолет тускло поблескивал, его форма была порвана, глаза безумны. «Конечно, это ты», — выплюнул он. Дэниел старался говорить спокойно. «Все кончено, Эдди. Вся оперативная группа говорит, что ты отнял у меня все». Крик Эдди эхом отразился от пустых товарных вагонов. Его палец замер на спусковом крючке. «Моя семья, мой значок. Вы думаете, мне есть что терять?» Пульс Дэниела отдавался в ушах. Он видел, как Эдди переступил с ноги на ногу, слегка повернулся к проходу между складами, к пути отступления. «София спрашивает о тебе», — внезапно сказал Дэниел. Эдди моргнул. Она каждую ночь хочет знать, почему ее дядя причинил боль ее маме. Дэниел медленно шагнул вперед. Что мне сказать ей в следующий раз? В течение 3 мгновений единственным звуком был свист ветра в разбитых окнах. Затем плечи Эдди поникли, но этого было достаточно. Полиция. Теперь руки в руки. Руис и 6 офицеров спецназа появились из темноты, держа винтовки наготове. Пистолет с глухим стуком упал на гравий. Утро, когда Эдди был вынесен приговор, выдалось ясным и погожим. Дэниел стоял у здания суда, поправляя галстук, когда маленькая ладошка скользнула в его ладонь. «Они сказали, что мне не нужно заходить внутрь», — прошептала София. На ней был желтый сарафан и блестящие черные туфли. Косы перевязаны голубыми лентами, которые гармонировали с плюшевым кроликом, зажатым у нее под мышкой. Дэниел опустился на колени так, чтобы быть на уровне ее глаз. «Все верно. Вы с мамой можете подождать прямо здесь, в этом красивом саду». Он указал на внутренний двор здания суда, где Лена сидела на скамейке, впервые за несколько месяцев выпрямившись. София нахмурилась. Но что, если он выйдет? Мимо прошел судебный пристав, неся наручники, которые блестели на солнце. Дэниел подождал, пока он не окажется за пределами слышимости. «Помнишь, как мы тренировались считать до миллиона?» София торжественно кивнула. «К тому времени, когда Эдди сможет хотя бы подумать о том, чтобы сбежать, ты станешь». Он быстро подсчитал в уме. Знаменитым астронавтом или укротителем львов, или, может быть, комиссаром полиции. София подняла 4 пальца, вызвав смешок. «Я собираюсь стать лошадиным врачом». Из сада Лина помахала им рукой, показывая, что они вот-вот тронутся в путь. В прохладном мраморном коридоре Дэниел задержался у двери зала суда. Через узкое окошко он увидел Эдди в дешевом костюме. Тот склонил голову, пока судья говорил. Рядом с ним материализовался Руис, протягивая маленькую коробку для парня из полицейского участка. Дэниел заглянул внутрь. Крошечная золотая булавка для значка. Такие вручают семьям погибших офицеров. На обороте выгравировано «Храбрейший из всех нас». Когда он вернулся во двор, София кружилась, пытаясь поймать кленовые семечки, которые падали с деревьев. Лина наблюдала за ним с тихим удовлетворением, и тени, наконец, исчезли из ее глаз. «Посылка от ловцов плохих полицейских», — сказал Дэниел, аккуратно прикалывая булавку к платью Софии. Она внимательно изучала ее.
Неужели я должен теперь арестовывать людей, только если они не будут есть овощи?» — невозмутимо заметил Дэниел. Смех Лины разнесся по двору, веселый и бесстрашный. В этот момент Дэниел понял, что именно так выглядит победа. Не только Эдди и Чейнс, но и это. Маленькая девочка, кружащаяся в солнечном свете, беззаботный смех матери. Вес его значка уже не был таким тяжелым, как раньше. София схватила их обоих за руки. «Пора есть мороженое!» Дэниел посмотрел на Лену, и та кивнула. «Конечно», — сказал он, — «но только если мы побежим». Так они и поступили. Бывшая жертва, когда-то напуганный ребенок и полицейский, который уже почти уволился. Они мчались по залитому солнцем тротуару навстречу будущему, оставляя тени на своем месте. Если вам понравилась эта история, не забудьте поднять большой палец вверх и нажать кнопку подписки. И дайте нам знать в комментариях, из какой точки мира вы смотрите видео. Мы рады всем вам. Спасибо, что смотрите.